Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре легендарная карта «Всадница на баране». Лично мне она очень нравится, несмотря на свою низкую популярность, всего лишь 3% частота ее использования в глобале, при этом в топе 1000 также 3%, чуть повыше 6% частота использования в классических испытаниях, ну и также 5% в больших испытаниях, при этом винрейт везде не дотягивает до 50%. В общем, я был удивлен, когда увидел данную статистику, я думал, что эта карта все-таки посильнее себя показывает, но на деле оказывается, что все-таки она проигрывает чуть чаще, чем выигрывает. Итак, друзья, давайте разберемся, как защищаться против всадницы на баране. В первую очередь, конечно, это здания, такие как, например, пушка, печь, или Тесла вышка, или Инферно вышка. Все эти карты ставятся вот в данную позицию, и легко при помощи двух вышек можно защититься от наездницы на баране. При этом Теслу лучше ставить не вот так, как я сейчас поставил, это идеальная постановка, но лучше не рисковать, оставить все-таки ее посередине, потому что может наездница проскакать мимо Тесла вышки, и тогда будет очень обидно. Надгробие надо ставить так, чтобы наездница на баране не успела еще разогнаться, и тогда вы получите лишь одну тычку от нее по своей вышке. В противном случае просто надгробие умрет, и вы получите как минимум 2 тычки по вышке. Также надо ставить и клетку с гоблином, тоже желательно до того, как разгонится наездница. Ну а башню-бомбежку надо ставить вот такую позицию, и таким образом вы также не получите никакого урона по своим вышкам. Ну а если вы играете мортирой против игрока с наездницей на баране, то существует два варианта защиты. Первый, это самый безопасный, это постановка мортира вот в такую позицию, то есть в данной позиции вы 100% скорее всего защититесь от наездницы. Ну и вторая, это более опасная, агрессивная позиция, это ставите мортиру вот в такое положение. Наездница на баране не успевает разогнаться и серьезно въехать в нее. И мортира начинает наносить урон по вышкам противника, делает при этом одну тычку, но этого достаточно, так как ваша вышка при этом не получает никакого урона. Ну а секрет того, как пройти здание противника, если вы играете колодой всадницы на баране, зависит от того, какой именно сборкой вы играете. Допустим, вы играете сборкой с магическим лучником, то выставляйте магического лучника в поддержку, он успеет помочь нанести урон защитным зданиям противника, и таким образом всадница будет иметь шансы доехать до вышки противника. Также, если вы играете сборкой землетрясением, то, конечно же, землетрясение — это лучшая карта в борьбе со зданиями и прохождении такой защиты со зданиями. Ну и есть, конечно, сборка с молнией. Молния также помогает преодолеть здание и нанести урон вашему противнику при помощи наездницы. Есть еще, конечно, сборки и с фаерболом, и с ядом. В общем, используйте свои заклинания для преодоления зданий. Но делайте это так, чтобы это было максимально выгодно. Если же вы играете против наездницы на баране и у вас нет зданий, то вы можете использовать карту, которая наземного боя, которая наносит урон, например, бандитка, и какую-нибудь карту, которая прерывает рывок наездницы на баране, например, это снежок, также подойдет бревно, и таким образом вы можете защититься с карты, которая наносит совсем маленький урон. Для того, чтобы пройти такой способ защиты со снежком и, например, с бандиткой, можно просто поставить перед своей наездницей на баране ледяного голема, или также выставить перед ней дровосека или бандитку, и таким образом она дойдет до вышки противника. Очень хорошим способом защиты от наездницы являются варвары. Варвары отлично с ней справляются, не давая ей доехать до вышки. Чтобы пройти варваров, конечно, надо заранее угадывать их месторасположение и кидать фаербол. Таким образом, вы очень сильно можете перевернуть игру и буквально за один заход снести вышку вашего противника. Также мини-генераторы отлично справляются с наездницей, не дают ей буквально подойти к вышке за счет постоянного оглушения. Ну и с мини-генераторами, конечно, также можно справляться при помощи фаербола. Такие сборки существуют. Ну а если у вас нет фаербола, то, конечно, друзья, лучше выжидать, когда противник отдаст эти карты, и тогда уже пользоваться моментом и пускать наездницу. Или когда вы будете иметь преимущество, выпускать ее по эликсиру. Великолепно с наездницей на баране справляется такая карта, как вышибала. Постоянно кидая булыжники, он не дает никакого шанса наезднице подойти к вышке. Для того, чтобы хоть как-то компенсировать такой неудачный размен, можно выставить магического лучника за наездницей на баране, подловить противника на данной постановке вышибалы, и за счет мощной атаки магического лучника можно очень много здоровья снести вышки вашего противника. Если же у вас в колоде нет магического лучника или противник отыгрывает от него, то лучше и ждать, когда противник отдаст вышибалу, и по противоположной стороне идти наездницей на баране. Отлично с наездницей справляется громовержец, не дает ей подойти до вышки.
Для того, чтобы пройти данный вид защиты, можно поставить в поддержку к наезднице бандитку, чтобы она врезалась в громовержца после того, как противник выставит его на поле боя. Охотник также не дает никакого шанса наезднице дойти до вышки, если правильно его поставить, то с 2 выстрелов он убивает ее. И всадницу может пройти данный вид защиты при помощи гигантского снежка. Кидаете его в такое положение, и охотник вашего противника отлетает, и в итоге всадница очень положительно с ним разменивается, убивает его, а также наносит существенный урон вышке противника. Похожая ситуация с мини-пекой. Мини-пека также с 2 тычек убивает всадницу на баране. И для того, чтобы данный вид защиты пройти, нужно также закинуть гигантский снежок, который сдвинет мини-пеку с места. То есть, друзья, смотрите, как защищается ваш противник, куда он ставит свои защитные карты. И исходя из этого, в следующей атаке кидайте снежок так, чтобы пройти эту защиту вашего противника. Рыбак отлично справляется с наездницей на баране. Он своим хуком притягивает ее к себе и не дает ей дойти до вышек и нанести хоть какой бы то ни был урон. Для того, чтобы пройти данный способ защиты, надо перед наездницей выставить какую-то карту, которая поймает крюк рыбака вместо наездницы, и всадница в этот момент доедет до вышки. Ну, естественно, пека не оставляет никаких шансов на нанесение урона. То же самое касается и мега-рыцаря. Мега-рыцарь также полностью убивает наездницу, поэтому, играя против таких карт, надо ждать, когда противник их отдаст, или когда вы будете в преимуществе по эликсиру, и у противника не будет хватать эликсира, чтобы выставить эти тяжелые дорогие карты. Ну и само собой с наездницей на баране очень хорошо справляется такая карта, как наездница на баране. Поэтому старайтесь выставлять свою всадницу после того, как ваш противник выставит эту самую карту, тогда вы получите преимущество. Также надо знать, что балласт наездницы, который она периодически кидает, наносит также урон, то есть, допустим, разряд и урон от балласта убивает гоблинов, а также убивает миньонов. То есть благодаря снежку и разряду можно проходить такие способы защиты и очень выгодно размениваться. Также 3 броска всадницы на баране по принцессе или гоблину-дратисту или по разбойницам убивает их. При помощи огненного шара и 1 броска балласа наездница убивает такие карты, как маг, как мушкетер, громовержец, ледяной маг. В общем, все вот эти карты умирают от броска балласа и фаербола. Также в момент, когда балласт попадает по ведьме, например, она перестает призывать скелетиков, и ночная ведьма не призывает летучих мышек. При помощи наездницы можно не только хорошо атаковать, но также защищаться. Например, вот как вы сейчас видели, от бандитки или от любой наземной карты стоимостью до 5 единиц эликсира, например, от дровосека. При этом всадница может защищаться как в одну сторону, то есть атакуя как по левой вышке, так и по правой. В отличие от, например, тарана, это очень выгодно и очень неплохо позволяет решить самому, в какую сторону полетит ваш урон, по какой вышке вы хотите это делать, вы сами можете выбрать при помощи этой карты. Отлично можно справиться с атакой с принцем при помощи всадницы на баране. При этом принц, если вы все сделаете правильно, даже не нанесет урона вышке. И также, посмотрите, друзья, можно забыть о такой проблеме, как элитные варвары, если вы также можете грамотно использовать свою всадницу на баране, она также великолепно справляется с элиткой в защите. Ну и против Хога она его настолько сильно замедляет, что при правильной своевременной постановке у Хогушки нет никаких шансов добраться до вашей вышки, как бы ему не хотелось, но тычку он не сделает. То же самое касается и воздушного шара, он просто замирает на месте и практически не двигается в сторону вашей вышки. В то время на вышку вашего противника идет атакой бешеная наездница на баране, а шар так и не долетает до вышки. В общем, как вы видите, друзья, всадница на баране — это очень универсальная карта, которая, если правильно пользоваться, может принести очень много выгоды и положительные размены в данной игре. Ну и как обычно, колоды с всадницей на баране. Выбирайте любую. Я думаю, что каждая из этих колод, она достойна внимания. Каждую из этих колод можно тащить и выигрывать. Есть даже колода с королевскими рекрутами из парки. Недавно она появилась и неплохо себя показывает, могу я сказать. Ну и, как всегда, я составил топ-5 колод с всадницей на баране. И 5-е место занимает, друзья, вот такая дека с пекой, с темным принцем, с громовержцем, землетрясением. Ну, в общем-то, с 3 заклинаниями. Также тут у нас еще снежок и бревно присутствуют. И колода достаточно интересная, поиграл я ей, и давайте посмотрим, как у меня это получилось. Начинается игра, не люблю я выжидать, кто первый поставит карту, поэтому сам ставлю темного принца и смотрю, что будет выставлять мой противник. Выставляет он мушкетера,
и ледяного голема. Я начинаю думать, что же это за колода. Похоже, с одной стороны, на быстрого хога. С другой стороны, это возможно воздушный шар с быстрым циклом. Ну, надо смотреть еще, что за карты есть у противника. Неудачно я здесь выставил дракончика, хотел повыгоднее разменяться, но у меня этого не получилось. После этого я вижу, что противник выставил еще принца и тарана. Я понимаю, что это достаточно неплохая, очень агрессивная колода, которая сейчас не так популярна, как была, допустим, 2-3 месяца назад, но все еще она сильна, и моей колоде будет сложно против нее противостоять. В этой деке противника и также есть бандитка. И вот сейчас он ее выставляет для защиты от моего темного принца. К сожалению, темный принц даже не успевает ей никакого урона нанести. И вот здесь показывается слабость моей колоды в противостоянии с декой моего противника. У меня не хватает наземных карт. У меня есть дорогостоящий Пека, есть наездница, но нет у меня дешевой карты, такой как, например, бандитка. Поэтому приходится мне получать урон по левой вышке от бандитки. И сейчас надо как-то защищаться от тарана. Защищаюсь я при помощи Пеки от данной атаки с миньонами и тараном. И Пека красавчик разбирает таран, разбирает варваров из этого тарана, получает урон от миньонов. И можно начинать свою атаку. Выставляю я под прикрытием Пеки свою всадницу на баране. Даю землетрясение также, чтобы была вероятность того, что моя наездница доедет до вышки более высокой. И она доезжает, наносит урон, но при этом противник идет атака сейчас по двум сторонам. Приходится мне выставлять темного принца. Также приходится отдавать бревно, чтобы принц моего противника не въехал в моего громовержца. И перехожу я в контратаку с всадницей на баране. Под прикрытием ее идет у меня громовержец к вышке противника. Но противник очень хорошо защищается при помощи снежка, принца и мушкетера. И снова мне приходится защищаться. Выставляю я Пеку и громовержцем защищаюсь по левой стороне от тарана. Суть этого противостояния заключается в том, что у моего противника, можно сказать, контракт моей колоде. Если он будет правильно делать, правильно реагировать на мои карты, а пока мой противник делает именно это, делает все правильно, то мне будет очень сложно, крайне сложно выиграть в данной игре, так как я уже сказал, у него контракт моей колоде, у него быстрее цикл и у него больше наземных карт. В итоге доезжает до моей вышки бандитка, наносит очень много урона, но и моя всадница на баране доезжает до вышки противника, и я при помощи землетрясения наношу урон также по вышке правой противника, и при этом на ней остается всего лишь на 30 единиц здоровья больше, чем на моей левой вышке, и можно сказать, что игра равна в данный момент. Снова перехожу я в атаку, пока жив мой темный принц с землетрясением, и надеюсь, что наездница доедет. Хорошо, что темный принц разменивается с мушкетером, но наездница не доезжает, и на вышке противника остается 305 единиц здоровья. Надо мне сейчас как-то защищаться. Защищаюсь я при помощи темного принца и бревна, но на этом атака не заканчивается. Бандитка врезается в мою вышку, я экстренно выкидываю громовержца, и уже на мою вышку несется принц. Надо как-то спасаться. Ставлю я всадницу близко к принцу, чтобы ни в коем случае он не дошел до вышки. Противник отдает яд, и на моей вышке остается совсем мало единиц здоровья. Я понимаю, что мне надо просто кинуть заклинание на вышку противника, и возможно я выиграю. Я это делаю быстрее, чем мой противник, и таким образом побеждаю в данной нелегкой игре. В общем, могу сказать, что эта колода очень даже неплохая, если, конечно, вы будете играть на ней не против контры. На 4 место я поставил вот такую деку с всадницей на баране. Здесь у нас присутствует молния, и отличная сейчас карта — это рыбак. Также есть призрак, который тоже сейчас стал более сильный, чем был. Ну и давайте посмотрим, как работает данная колода. Выставляю королевского призрака в глубокую позицию. Противник выставляет темного принца. Я решаю, что не хочу, чтобы темный принц врезался в моего призрака и быстренько его убивал, поэтому выставляю я рыбака. Рыбак притягивает темного принца к себе, в итоге вышка дамажит по темному принцу, и противник также выставляет рыбака. Я использую молнию так, чтобы смог я нанести урон по вышке моего противника, и защищаюсь от его бочки с гоблинами при помощи громовержца. Очень даже неплохо получилось, но при этом я понимаю, что я потратил 6 единиц эликсира на карту стоимостью 3 единицы эликсира, и сейчас, скорее всего, я нахожусь в минусе по эликсиру. Вот после того, как противник выкинул только что снежок, ситуация выравнивается, и мы находимся в примерно равном количестве эликсира. Противник выставляет свою принцесску. Я иду в атаку с наездницей на баране, и, к сожалению, чуть-чуть
запоздало мой противник выставляет банду гоблинов, так бы получился совсем уж выгодный размен. Ну и также запоздало я выставил своего призрака. В итоге очень много урона получает моя вышка, и мы сравниваемся примерно с моим противником по здоровью наших вышек по левой стороне. Но после вот этой тычки моего призрака я выхожу немного вперед, и надо мне сейчас как-то отзащищаться. Идет на меня рыбак моего противника. Думаю я, как же защититься от него. Выставляю я своего рыбака. И мой противник, видимо, просто решил подкопить эликсира, начать из глубины снова. Ставит он принцесску в глубину, и я жду, что будет он еще выставлять против моего рыбака. Выставляет он темного принца, и я сразу выставляю Пеку. Пеку, чтобы он защитился сейчас от темного принца. Делает он это легко и просто, с одной тычки, плюс снежок ему помог. Ну и выставляю я магического лучника, чтобы он через принцессу смог задамажить вышку моего противника. И также несколько тычек он нанес по разбойнику, убил разбойницу. Очень даже удачно я поставил своего магического лучника. И также сейчас в деле очень неплохо себя проявляет рыбак. И можно переходить в атаку. Эту атаку уже мой противник навряд ли остановит. Да, рыбак притягивается к вышке противника, и вышка противника умирает. К сожалению, в данном противостоянии у меня нет хорошего и качественного ответа на бочку гоблинов моего противника. Если он будет идти в атаку с каким-то танком, то бочка гоблинов, скорее всего, нанесет урон. Ну и плюс я еще вот так вот промахиваюсь громовержцем, усложняю себе жизнь. И, к сожалению, противнику удается добить мою вышку при помощи ракеты. Я сразу же иду в атаку по правой стороне, хотя, наверное, надо было делать атаку по левой стороне. То есть в поддержку своим громовержцу и магическому лучнику надо было кидать наездницу, и, скорее всего, я бы уничтожил уже сейчас вышку моего противника. Но вот такое неправильное решение приводит к тому, что мы еще поиграем с моим противником. Выставляю я Пеку и магического лучника и начинаю массированную атаку по левой стороне. Притягивает рыбак к себе разбойника моего противника. В это время магический лучник очень неплохо настреливает, и в итоге наездница доезжает до вышки противника и наносит неплохой урон этой самой вышке. А по левой стороне у меня двигается призрак, который начинает дамажить вышку моего противника, главное здание. На главном здании остается уже 822 единицы здоровья. Противник закидывает бочку с гоблинами, я ее никак не собираюсь защищать, не думаю, что он нанесет слишком много урона. Я сейчас думаю о том, как бы забэкдорить, так скажем, то есть через заднюю дверь зайти и уничтожить главное здание моего противника. Не получается у меня подловить его при помощи своей наездницы, но ничего страшного, буду выжидать следующего момента. Защищаюсь я при помощи Пеки и рыбака по правой стороне от всего, что выставляет мой противник. И вот сейчас надо защищаться от гоблинской бочки. Ничего я дополнительно не выставляю. Магический лучник с ней справится. Иду в атаку по правой стороне, а сам хочу сразу же, конечно, проатаковать еще по левой стороне. Ловлю момент, когда противник выставляет гоблинов в защиту по правой стороне, и запускаю свою наездницу. Наездница в итоге доезжает до вышки противника и остается дать молнию. Я с этим справляюсь и выигрываю данную игру. Эта колода хороша тем, что в ней присутствует молния, которая сейчас сильна за счет того, что очень много палачей появляется в мете, и молния хорошо с ними справляется. Но на третьем месте, друзья, у нас вот такая колода с мега-рыцарем, старая стабильная колода. То есть она себя уже не первый сезон, а можно сказать уже сезонов 6 она показывает себя очень неплохо. Поэтому не могу не поставить ее на третье место. Всем советую ей попробовать поиграть, особенно тем, кто любит мега-рыцаря. Ну и начинается игра с того, что противник выставляет мега-миньона в глубокую позицию. У меня нет отличного ответа на данную карту в начале игры, и я еду своей наездницей по левой стороне. Противник легко ее защищает при помощи своей валькирии и рыбака. Приходится мне скидывать мега-рыцаря, но, к сожалению, рыбак долетает до моей вышки, и выставляю я еще громовержца, чтобы побороться с воздушными картами моего противника. Мега-рыцарь прыгает, наносит какой-то урон по ведьме, но при этом не убивает ее, конечно, до конца. Приходится мне скидывать еще бочку варваров, и сейчас можно перейти в контратаку с бандиткой. Это я и пытаюсь сделать. Противник выставляет мега-миньона, но моя бандитка врезается и наносит неплохой урон по вышке противника. Отдаю я яд в печь противника, который он только что выставил, но приходится мне еще скинуть и снежок. Делаю я это не особо удачно, так как мне еще доезжает дух и наносит урон по моей вышке. В общем, не идеальная от меня игра, но ничего страшного, зато колода у меня сильная и позволяет некоторые ошибки совершать, и это не влияет на итоговый результат игры.
Жду я двойного эликсира, на двойном эликсире моя дека станет сильнее. Выставляю пламенного дракона в защиту от королевского гиганта моего противника, но Коргик успевает сделать 2 тычки, и перехожу я в контратаку, выставляю своего мега-рыцаря. Мега-рыцарь успевает все-таки прыгнуть на моего противника рыбака и в итоге убивает его. Ну и снова бандитка врезается в вышку моего противника. Пламик фокусится на этой вышке, и эту вышку уже не спасти. Вышка уничтожена. Отдаю я яд на правую сторону, на печь моего противника, чтобы она меня никак не напрягала. Сразу же хочу разобраться с этим зданием. И защищаюсь при помощи всадницы на баране и пламенного дракона от королевского гиганта моего противника. В итоге, как вы видите, друзья, он даже не успевает нанести ни одного выстрела по моей вышке. Умирает моментально. И врезается моя всадница на баране в центральную вышку моего противника. Ну а я не хочу особо агрессивно играть, хочу сконцентрироваться на защите. Кидаю только бандитку по правой стороне, чтобы напрячь моего противника, но он никак не реагирует. Я понимаю, что надо защищаться теперь. Выставляю я снова всадницу на баране, чтобы она застанила Коргига моего противника, и чтобы он не дошел до вышки, и снова он не наносит никакого урона по моей вышке. Таким образом я побеждаю. То есть, друзья, всадница на баране очень хороша в защите, как вы видели в данной игре. Она просто не дает атакующим картам подойти на расстояние выстрела иногда, если все правильно сделать. Ну а мы добрались до второго места с колод с всадницей на баране. И на второе место я поставил вот такую колоду с пекой. Пека с всадницей на баране и молнией. Раньше игралась эта колода с ядом чаще, чем с молнией. Но сейчас, как я уже сказал, очень много палачей в глобале, поэтому лучше играть с молнией. Если вы хотите колоду с всадницей на баране и пекой, то я советую вам именно вот такую сборку. Тут у нас присутствует темный принц, то есть не так много легендарок, как, допустим, в других альтернативных колодах с данным сочетанием карт. Там обычно присутствует вместо темного принца либо рыбак, либо королевский призрак. Здесь же колоду все-таки попроще собрать. Ну и начинается игра. Играю я против арбалета 2.9, судя по всему. Судя по тому, что у противника есть Тесла-вышка, есть ледяной голем, есть скелетики, то да, скорее всего, это арбалет 2.9. Выставляю я магического лучника и закидываю снежок. И, друзья, это топовый снежок, который, по сути, решил всю игру. Посмотрите, противник не рассчитывал, что я так сделаю, и в итоге кинул даже бревно не туда, куда надо, а в это время мой магический лучник уже практически полностью добил вышку моего противника. С учетом того, что у меня есть еще молния, эта вышка обязательно умрет уже, то есть я не переживаю, вышку одну я уничтожу моему противнику. Бандитка идет по правой стороне, натыкается на ледяного голема. Я понимаю, что все, что мне надо сделать, это лишь беречь пеку на момент, когда мой противник выставит арбалет. И тогда я смогу защититься уж точно. Также у меня есть вариант защититься от арбалета при помощи молнии. И вот сейчас я этим вариантом воспользуюсь. Раз противник выставил арбалет, то надо в него отдать молнию, так чтобы не оставалось у него здоровья. И въезжает моя еще всадница на баране в плюс ко всему в вышку моего противника и таким образом добивает ее. Все, по сути, мне остаток этой игры нужно защищаться, не позволить арбалету противника сфокуситься на любой из моих вышек. Скорее всего, он пойдет по правой стороне, потому что по левой стороне ему нет никаких возможностей пробить меня сейчас. Он идет по правой стороне, выставляю я пеку для того, чтобы он впитывал урон от арбалета. Закидываю снежок в тот момент, когда предполагал, что мой противник будет выставлять скелетиков, и сделал это правильно. И в итоге пека наносит урон по арбалету, а в плюс ко всему еще и моя бандитка врезается в вышку моего противника. Разгоняется наездница на баране и врезается в Тесла-вышку. Не отдаю я молнию, не хочу ее тратить, просто так лучше я подкоплю эликсиры и снова спокойно защищусь. Выставляет противник снова арбалет, выставляется снова пека, и уже разогнанный бежит темный принц к арбалету моего противника. Ну и в этот момент пека с 2 тычек убивает арбалет, и все, у противника уже нет никаких шансов выиграть эту игру. В общем, колода, ребят, эффективная, солидная, хорошая в защите и достаточно серьезная в атаке.
Если под прикрытием пеки вы выставляете наездницу, то, скорее всего, она добежит до вышки противника. Ну и на первое место, друзья, я, как предвзятый игрок, поставил вот такую колоду. Это моя колода основная, играю я ей в глобале сейчас, и она мне больше всего нравится. Считаю ее самой сильной, пожалуй, колодой с наездницей на баране. И давайте посмотрим одну из моих игр из глобала. Играл я против парня с рекордом 7400 в позапрошлом, по-моему, сезоне. Ну, в одном из сезонов у него, в общем, такой рекорд был. Сейчас он находился на 6080 кубков вместе со мной. И играет он на быстром хоге, я это понимаю прямо в самом начале игры. Выхожу я в атаку и кидает фаербол мой противник и неудачно выставляет ледяного духа. В итоге я понимаю, что он отдал весь свой эликсир, и выставляю свою наездницу на баране. И наездница на баране уже на первых минутах игры очень серьезно дамажит правую вышку моего противника. На ней в итоге остается 866 единиц здоровья. Очень хотелось, чтобы наездница сделала еще одну тычку, но, к сожалению, этого не произошло. Минус этой колоды в том, что в ней нет тяжелых спылов, то есть максимальное два заклинания, которые здесь есть, это снежок и бочка с варварами. Все остальное как бы это карты войск, и в итоге только при их помощи мне надо наносить как-то урон вышке моего противника. Но я уже нанес очень много урона по правой вышке и понимаю, что сейчас мне надо сконцентрироваться как-то на защите. Но так как противник у меня непростой, я понял это с самого начала, то игра не обещает быть простой. Защищаюсь я по левой стороне от хогушки моего противника и сразу же иду по правой стороне в атаку с наездницей на баране и ледяным големом. В итоге наездница, конечно, разгоняется под яростью, но противник отдает качественное бревно, и она не успевает дойти до вышки противника. И невыгодно прошла последняя минута игры. Выставляю я бандитку. Надо было сразу выставлять еще магического лучника. Я зачем-то подождал, что же будет делать мой противник. И вот сейчас выставил магического лучника. Но, к сожалению, ледяной голем моего противника начал обходить мою бандитку. И в итоге магический лучник не пробил по вышке моего противника. Также очень неудачно я кинул снежок и бочку варваров. В общем, я делал абсолютно все, судя по всему, чтобы проиграть эту игру. Но на самом деле это было несложно сделать, так как у противника контра, эта колода контрит мою колоду. Если бы все делал мой противник правильно, если не та ошибка в начале игры, то у меня было очень мало шансов выиграть. Защищаюсь я от хога моего противника при помощи снежка и дровосека. Противник еще закидывает фаербол, и я понимаю, что вот сейчас у меня есть возможность пробить. Он потратил очень много эликсира. Выставляю я наездницу на баране, выставляю я магического лучника. Магический лучник быстро разбирается с пушкой моего противника, и перехожу я в атаку с бандиткой. Кидает мой противник фаербол, но бандитка все равно врезается в вышку, и таким образом я побеждаю. В общем, эта колода, на мой взгляд, самая перспективная, несмотря даже на то, что здесь нет тяжелого заклинания. И вот такой получился у нас обзор на наездницу на баране, друзья. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, и до новых встреч. Всем пока.